Практически с самого начала полномасштабной войны стало понятно, что российская армия в Украине совершает военные преступления и преступления против человечности. Уже в первые дни мы видели удары по жилым домам, а после отступления россиян из-под Киева открылись следы многочисленных преступлений, которые они совершили во время оккупации. Например, в Буче и в Ирпене. Туда в начале апреля прошлого года приехало множество журналистов из самых разных стран мира, не только с Запада. Они показали на фото и видео свидетельства преступлений российской армии, говорили с местными жителями, и таких материалов очень много. И у российской стороны на это один ответ. Там говорят, что все это фальшивка. Пресс-секретарь Путина Песков называл кадры из Бучи срежиссированным и трагическим шоу. Дмитрий Медведев заявил, что это фейк, а представитель России в ООН Василий Небензя говорил, что это провокация. From the very beginning, it has been clear that this is nothing else but yet another staged provocation aimed at discrediting and dehumanizing of the Russian military. Тогда, в начале полномасштабной войны, в России отрицали вообще все. И убийства мирных жителей, и удары по жилым домам и инфраструктуре. Все это, а именно военные преступления, совершались и совершаются до сих пор. Сегодня вместе с нашим партнером, украинским 24 каналом, мы расскажем об этом подробнее. Напоминаем, что вы можете поставить нам лайк и подписаться, если для вас это безопасно. Спасибо. Когда российские чиновники говорят, что ничего плохого ни они, ни военные не делали, доказательств, кроме своих слов, они не приводят. Но это не значит, что их никто не собирает на самом деле. Есть, например, Международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине. И за месяцы, которые длится полномасштабная война, они побывали во множестве украинских городов, собрали большое количество свидетельств и опросили очень много человек. Поэтому у нас есть цельная картина того, какие преступления и нарушения совершали россияне в Украине. Во-первых, это те самые удары по городам с мирными жителями. Хотя в российском Минобороны и повторяют, что используют только высокоточное оружие и бьют только по военным объектам, это неправда. И этому есть огромное число свидетельств. В Украине более 90% жертв среди мирного населения, по данным ООН, вызвано неизбирательным применением оружия взрывного действия. Это совсем не ракеты «Кинжал» или другие вещи, которыми так гордится российская Минобороны. Это неуправляемые бомбы, противокорабельные ракеты, которые имеют низкую точность при поражении наземных целей, кассетные боеприпасы, которые по определению разбрасывают небольшие суббоеприпасы по обширной территории. Это реактивные системы залпового огня, которые поражают большую площадь неуправляемыми ракетами. Все это задокументировано и привело к огромному ущербу для гражданского населения и гражданской инфраструктуры. За неполный год российская армия повредила или разрушила десятки тысяч жилых домов, более 3000 учебных заведений и более 600 медицинских учреждений. Отдельно стоят удары по энергетическим объектам в Украине, которые российская армия начала наносить в октябре 2022 года. В России об этом заявляли на высшем уровне. Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. После этого объявления российская армия стала систематически бить по электростанциям и инфраструктуре, критически важной для передачи электроэнергии и выработки тепла по всей Украине. Целью было нарушение работы энергосистемы и систем отопления, которые необходимы для выживания гражданского населения. Целые области и миллионы людей в течение определенного времени оставались без электричества и тепла, особенно зимой, с ограниченным доступом к воде, санитарии, продовольствию, здравоохранению и образованию. В России прекрасно знали, что таким образом специально воюют с мирными жителями, но все равно продолжали. Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Эти удары комиссия ООН считает военным преступлением, как и массовые казни.
например, в Черниговской, Харьковской, Киевской и Сумской областях. Это происходило не только в Буче. Согласно медицинским записям и фотографиям, наиболее распространенным методом убийства был выстрел в голову с близкого расстояния. Тела жертв часто находили в местах, которые российские вооруженные силы использовали в качестве своих баз. Часто казням предшествовали пытки и жестокое обращение. Некоторые жертвы были найдены со связанными руками или ногами. Людей пытали током с помощью военного телефона. Это называется звонок Ленину или звонок Путину. Задержанных могли подвешивать к потолку со связанными руками, душить кабелями, пакетами или противогазами. Еще одно преступление, которое в этом году прозвучало особенно громко, это депортация детей из Украины в Россию. Именно из-за этого Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Вывезенным из Украины детям порой присваивают российское гражданство или передают в приемные семьи. Более того, международное гуманитарное право запрещает эвакуацию детей стороной вооруженного конфликта, за исключением временной эвакуации, когда этого требуют веские причины, связанные со здоровьем или с безопасностью. При этом требуется письменное согласие родителей или законных опекунов. Комиссия ООН ни в одной из ситуаций перемещения детей не нашла никаких поводов, из-за которых нужно было везти детей из Украины в Россию. А хотя перемещения должны были быть временными, по разным причинам большинство из них стали продолжительными. Родители или законные опекуны и дети столкнулись с множеством препятствий в установлении контактов, воссоединении семьи и возвращении детей в Украину. Дети, кстати, попадали не только в Россию, но и в Беларусь. Этим занимается фонд сторонника Лукашенко Алексея Талая. Нам в интервью он рассказывал, что все происходит законно, согласие родителей, и обещал показать документы об этом, но так и не сделал этого. А депортацию детей из родной страны он оправдывал тем, что это законно, потому что в России огромные части Украины объявили своей территорией. По его логике, нарушений нет, хотя в мире аннексию украинских областей не признают. И по мнению и комиссии ООН, и Международного уголовного суда, депортация детей имеет все признаки военного преступления. А в парламентской ассамблее Совета Европы это назвали геноцидом из-за свидетельств того, что депортированных детей пытались русифицировать, запрещали им говорить по-украински и даже проводили среди них военную подготовку. Но мнение международных организаций не интересует сторонников России. Тот же Талай об этом нам сказал так, цитата: «Эти институты международные нас уже совершенно не интересуют. Для нас, для меня лично, они себя дискредитировали. И мы плевать хотели на то, что они там пишут и говорят. Их для нас уже не существует». И это очень смелое заявление, потому что международным институтам в целом все равно, веришь ты в их существование или нет. Ответственность за свои действия все равно будет настоящая. И в случае с депортацией детей, и в случае с неизбирательными ударами по городам, с пытками и убийствами, со всем тем, чем российские вооруженные силы занимаются в чужой стране.